Всем привет, друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня у нас 8 мая. Мы решили сегодня заложить яйца гусиные на инкубации. Успели мы накопить от одной гусыни почти 20 яиц, 21 вроде бы. Долго, конечно, это хранить столько, но будем надеяться, что они хранились у нас в хорошем месте, и примерно хотя бы 78% у нас будет оплода. Сегодня расскажу, как мы будем подготавливать яйца на инкубацию, покажу, как я закладываю в инкубатор и вообще какой у меня инкубатор. Если вы давний зритель, то уже видели, это мой самодельный инкубатор из пенопласта. Выводит он отлично, поэтому все покажу и расскажу в этом видеоролике. Значит, смотрите, для начала яйца мы переносим в комнату. Прогреются они до комнатной температуры. Для этого нужно 4-5 часов их оставить в какой-нибудь комнате, но не на солнце. Потом уже можно их дальше обрабатывать. Я обеззараживаю яйца марганцовкой. Это обычная марганцовка, это у нас старенькая, давнейшая. Сейчас вроде бы их даже не продают, но где-то все равно можно найти. Вот, чтобы яйца за один раз все помыть и вытащить, подготовили вот такой вот таз. В тазике мы примерно налили, сколько тут, чуть больше половины. Сейчас запустим туда марганцовку. Примерно какой цвет нужно, сейчас покажу. Чтобы водичка была слегка розовенькая, такой красивый цвет. Перемешиваем. Вот, этого достаточно. Получился такой насыщенный, красивый фиолетовый. Добавили мы это, чтобы обеззаразить яйца. Потому что яйца и в гнезде были, у них там и грязь, там и земля, чтобы всякие бактерии, все они погибли. Но некоторые, кстати, инкубационное яйцо не моют. Думают, что в природе их гусыни вообще никак не моют, также хорошо вводятся. Так как у нас в инкубаторе высокая влажность постоянно, закрытая емкость, можно сказать, воздух не так сильно там меняется, там могут в такой хорошей среде начать размножаться бактерии и могут протухнуть некоторые яйца. Поэтому лично я рекомендую мыть яйца в марганцовой воде. Вот, мы, получается, помещаем все яйца в инкубатор. Вот. Будут они там лежать, не знаю, минут 10, и потихоньку их начинаем мыть обычной губкой, твердой стороной, чтобы убрать весь налет, который есть на яйцах, и всю грязь. Потом вытаскиваем, они сохнут, и дальше уже они пойдут в инкубатор. Все, готово. Сейчас они полежат, и потихоньку начнем их мыть губкой. Прошло у нас около 5 минут, начинаем чуть раньше, потому что пока мы домоем последние яйца, там пройдет еще 5-10 минут. Я беру обычную такую столовую губку, и с этой твердой стороной начинаем мыть яйца. Вот, берем и потихоньку моем. Я одел перчатки, потому что в марганцовой воде руки становятся потом желтые, и их невозможно отмыть пару дней точно. Вот, видите, стирается желтый налет. Вот до такого состояния мы их трем. Когда они станут полностью белые, значит, все, готово, домыли. Ополаскиваем, вытаскиваем на какую-нибудь тряпочку, полотенце, чтобы они сохли. Вот, практически готово. Так как у нас гусыни гуляют на свежем воздухе, яйца, в принципе, не такие грязные были. Слишком сильно мыть их не нужно. Все. Вот видите, яйцо было до и после. И вот так моем все яйца. Так, все яйца у нас все готово, помыты. Они сейчас у нас сохнут. Забыл сказать про температуру воды. Берем тепленькую водичку, примерно 30-35 градусов, потому что пока яйца будут в воде, минут 10, а она немного остынет, поэтому сразу берем потеплее.
Еще насчет марганцовки. Если у вас нет марганцовки, то можно использовать столовый уксус. Это 6 или 9%. Сколько пускать? По пропорциям примерно 1 чайная ложка на 2 литра. Можно вообще даже пробовать по вкусу. Если дает немного кисленький вкус, то значит нормально. Держим также 10-15 минут и тоже моем. У кого нет марганцовки, можно вот использовать уксус столовый. Какой грамм для инкубации нормально? Это 140-180 грамм. 110-100 грамм яйца брать не нужно. Они, вот, например, в это яйцо у меня примерно 140 грамм. Мы вот только что взвесили на обычных весах. То, что будет 100 грамм, это уже почти как индоутиное яйцо будет. Там будут совсем мелкие гусята. Вот. Конечно, еще может зависеть от породы. У нас гусыня порода Линда, а гусак крупная серая. И у нас сейчас мы вот подготовили яйца, и до этого часа за 2-3 нужно обязательно включить инкубатор, проверить, все ли там работает, чтобы он прогрелся, настроить влажность, там емкости поставить, чтобы к моменту, когда мы сейчас пойдем закладывать яйца в инкубатор, он уже был полностью прогретый и отрегулированный. Насчет режима инкубации я говорить и рассказывать не буду, но в описании оставлю ссылку, где его можно найти. Я всегда использую такой режим, и вывод вообще очень даже отличный. Сейчас у нас яйца обсохли, инкубатор у нас на 2-м этаже, идем и закладываем. И перед тем, как заложить, у меня инкубатор, так как там поворот ручной, я руками переворачиваю 2 раза в день. Мы берем маркер, обычный спиртовой черный маркер, берем вот так. Я обычно вот помечаю вот так крестик, переворачиваем на 180 градусов и нолик. И вот сразу видно, получается, утром так, ночью так. И каждый день переворачиваешь, и видно, повернулось яйцо или нет. Все яйца сейчас так разметим, и уже можно будет их заложить в инкубатор. Срок инкубации гусиных яиц у нас 30 дней, но иногда может вывод либо затянуться, либо раньше вывестись могут гусята, смотря какой у вас инкубатор и правильно ли показывает термометр. Вот он, наш инкубатор, он уже у нас стоит так 2-й сезон. В прошлом году я вводил в нем и гусят, и цыплят, выводы были отличные. Гусята вообще почти 100% вывод даже был. Вот, у меня сейчас стоит температура 37,9-38,1. Первые сутки я ставлю более высокую температуру, но сразу скажу, точнее повторюсь, что вдаваться в подробности режима я не буду. Ссылку оставлять не буду, скажу прямо сейчас. Режим инкубации есть на канале Александр Бай, он содержит много гусей, я взял его режим. Он очень легкий, простой и с шикарным результатом. Смотрите, у меня здесь 4 лампочки по 60 Вт, одна лампочка загорела. Так как у меня есть вентилятор, ничего страшного, температура все равно будет равномерная. Вот, 2 емкости с водой, этого достаточно. Но в первые сутки нужно их немного опрыскивать, чтобы... Ну, это только в первый день высокая влажность самая, потом уже 2 емкости достаточно будет. Вот, инкубатор у меня прогрелся, все хорошо. Сейчас буду закладывать. Получается, у нас сегодня 8 мая, отсчет пошел, 30 дней, это будет примерно 8-9 июня. Вывод, возможно, начнется 7 либо 8 уже. Вот, про дальнейшие изменения, овоскопирование, про все это буду показывать в серии этого ролика. Поэтому переходите на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы следить за нашим будущим выводком. Кстати, еще обязательно нужно продезинфицировать инкубатор, если вы начинающий и об этом не знали. Я дезинфицирую уксусом. Пропорцию опять же на глаз, чтобы она была такая кисленькая. Вот, все готово, закрываем инкубатор. Вот у меня датчик, чтобы он был на яйце. Есть у меня в инкубаторе вот такое окошечко, вот смотрите, видите, датчик, вот температура, он лежит прям на яйце, на поверхности. Не где-нибудь внизу, не воздух, а именно на яйце, потому что нам нужно смотреть температуру яйца. Вот, я ориентируюсь так.
Вот, кстати, немного поправил. Вот оно теперь лежит прямо на яйце. И после того, как я каждый раз буду переворачивать яйца, я слежу, чтобы он был всегда на поверхности яйца. Еще хочу сказать один момент. Так как у нас сейчас пошли, ну можно сказать, немного холодные яйца, чем инкубатор, там сейчас первое время температура будет скакать туда-сюда. Это ничего страшного, минут 10-15 яйца прогреются, хотя бы чуть-чуть, то уже температура будет более-менее налаживаться. Именно сегодня мы начали сезон инкубации. До этого мы никакие яйца не инкубировали в этом сезоне. В этом году у нас и погода прохладная, поэтому решили открыть сезон немного позже. Сейчас у нас вроде бы почти середина мая, но еще на улице ночью очень прохладно, поэтому в этом году гусят мы вводим более-менее поздно. На этом у меня все. Если вам этот ролик был полезен, вы получили для себя какую-то полезную информацию, обязательно поставьте лайк, не забудьте написать комментарий и подписаться на канал. Всем пока и до новых встреч!